Фермопильское сражение произошло в сентябре 480 года до нашей эры во время Греко-Персидской войны. Персидской армии численностью в 200 тысяч человек противостояло около 6 тысяч греков. После смерти персидского царя Дария его трон занял сын Ксеркс. Он продолжил подготовку к походу на Грецию. Войско было набрано со всех частей громадной Персидской империи. Для сражения с армией Ксеркса требовались объединенные усилия всех греков. Перед лицом общей опасности в Коринфе был заключен союз и прекращены междоусобные войны. Афинский стратег Фемистокл предложил остановить врага в узком Фермопильском ущелье, где греческое войско могло удерживать превосходящие силы противника. Греческим войском командовал спартанский царь Леонид, которому в то время было около 40 лет. Персы не могли стоять на месте, поскольку их армии требовалось большое количество пищи, добываемой на занятых территориях. Для успеха кампании им было нужно обязательно прорваться через Фермопильское ущелье. Оно идеально подходило для обороны, поскольку греческие фаланги нельзя было обойти с флангов. Во фронтальном бою защищенные доспехами гоплиты были сильнее легковооруженной пехоты противника. Но слабым местом позиции являлась обходная горная тропа. По ней пешие воины могли зайти в тыл грекам. Леонид знал о существовании этой тропы и отправил на ее защиту 1000 фокийцев. Перед входом в ущелье Ксеркс ждал 4 дня, а на 5-й день послал наиболее боеспособные отряды на штурм. Атакующие племена не были готовы к битвам в узких пространствах. Их войска разбивались о строй гоплитов. В этом строю каждый был настоящим мужчиной. Особую доблесть и мужество проявлял царь Леонид. Легко вооруженные персидские воины, не имеющие строевой подготовки, не могли прорвать фалангу греков. Тогда персидский царь бросил в атаку элитный отряд бессмертных, свою личную гвардию. Их постигла та же участь. На второй день Ксеркс снова послал пехоту в атаку. Персы меняли свои атакующие отряды. Греки тоже сменяли друг друга в сражении. Тем временем к Ксерксу доставили местного жителя Эфиальта, который рассказал о наличии обходного горного пути. Предатель за вознаграждение решил показать этот путь персидской армии. В тот же вечер Ксеркс отправил в обход 20-тысячное войско. Фокийцы предупредили спартанцев о приближении персов с тыла. Узнав об этом, Леонид созвал совет. Часть защитников решили уйти в свои города. В ущелье остались спартанцы, фиспийцы и фиванцы. Приняв решение остаться, Леонид спасал отступающую часть ополчения. Не рассчитывая на победу, греки построились в месте, где проход расширялся. Даже там персы массами погибали в давке. У спартанцев сломались копья, и они продолжали разить врагов короткими мечами. Заметив приближение с тыла персидского отряда, греки отступили и заняли позицию на холме у выхода из прохода. Герои приняли последний бой. Персы расстреливали греков из луков, забрасывали их камнями. Под Фермопилами пало около 20 тысяч персов и 4 тысячи греков. План греков задержать персов в Фермопильском ущелье был провален. Для вражеской армии открылась дорога в Аттику и Биотию. Если бы греки смогли удержаться дольше, то у персов возникли бы большие проблемы по снабжению многочисленного войска водой и провиантом. Однако самопожертвование греков не было бесплодным. Для эллинов оно послужило примером непреклонного мужества и героизма. Также значительно понизило боевой дух персов, поколебав их уверенность в дальнейшей победе. Теперь все знают, что героизм заключается в том, чтобы победить или хотя бы задержать превосходящего по численности врага. Именно так случилось в битве при Фермопилах.